Вы когда-нибудь просыпались в 3 часа ночи от этого характерного, ритмичного звука, который заставляет ваше сердце биться чаще? Вы вскакиваете с кровати, включаете свет и видите, как ваш грациозный домашний хищник, потомок великих охотников, скорчился в мучительном спазме, оставляя на ковре то, что мы привыкли называть просто комочком шерсти или случайным срыгиванием. Большинство владельцев в этот момент совершают одну и ту же фундаментальную ошибку. Они вздыхают, убирают беспорядок и убеждают себя, что их кошка в полном порядке, ведь через 5 минут она уже снова мурчит или просит еды. Правда, скрытая за тысячелетиями эволюции и подтвержденная ветеринарной наукой, заключается в том, что ваша кошка – величайший лжец на нашей планете. Перед вами пустынный хищник в костюме из меха, который биологически запрограммирован скрывать любые признаки боли, слабости или болезни до тех пор, пока его тело физически не перестанет притворяться. В ее сознании вы просто очень большая, на удивление неуклюжая, но бесконечно любимая кошка, которая является центром ее колонии. И как старший сородич, вы единственный, кто может расшифровать этот тихий крик о помощи, замаскированный под обычную рвоту. Сегодня мы раскроем секрет одного фундаментального изменения, которое способно остановить 90% случаев хронической рвоты у домашних кошек. Мы разберем данные из университетов Линкольна и Сассекса, заглянем в лабораторию долголетия на обычной кухне и узнаем, как архитектура корма, чистота воды и даже чистота вашего голоса влияют на пищеварительный тракт вашего маленького сородича. Приготовьтесь. Этот сценарий навсегда изменит то, как вы смотрите на миску своего кота, и поможет вашему другу дожить до 17 или даже 20 лет в полном здравии. Часть 1. Архитектура дискомфорта тайна формы гранул. Первое и самое неожиданное изменение, которое может потребоваться вашей кошке, касается не состава ее еды, а ее архитектуры. Вы когда-нибудь задумывались, почему производители создают гранулы в форме дисков, треугольников или крестиков? Это не вопрос эстетики для нас, людей. Это инженерия, направленная на взаимодействие с уникальным строением черепа вашей кошки. Зубы вашей кошки – это биологические ножницы. Их маляры и премоляры предназначены не для пережевывания зерен, как у нас, а для того, чтобы разрывать и разрезать плоть. Ошибка номер 1, которую совершают миллионы владельцев. Они дают крошечные гранулы тревожным или слишком быстрым в еде кошкам. Если гранула слишком мала, кошка просто всасывает ее, не задействуя процесс жевания. В результате большая порция корма попадает в желудок практически в неизменном виде, где гранулы начинают быстро разбухать от влаги. Это вызывает защитный рефлекс организма – мгновенное срыгивание. Переход на более крупные гранулы, которые кошка вынуждена раскусывать, часто становится тихим исцелением, о котором не знают 98% владельцев. Форма диска является фаворитом у кошек, так как она идеально ложится в углубление языка, облегчая захват и правильное раскусывание пищи. Если ваша кошка часто рвет сразу после еды, возможно, секрет кроется не в бренде корма, а в рельефе того, что она ощущает во рту. Часть 2. Тень пустыни. Хроническая жажда и почечная эрозия, второй триггер рвоты, скрыт в самом происхождении вашего питомца. Кошки-выходцы из пустыни. На генетическом уровне они запрограммированы экономить влагу, максимально концентрируя мочу. У них невероятно низкий порог жажды, потому что в дикой природе они получают 70-80% всей необходимой воды из своей добычи. Но современный сухой корм содержит всего 10% влаги. Это обрекает кошку на состояние хронического, тихого обезвоживания, которое медленно разрушает почки, самый хрупкий механизм в их теле. Когда почки перегружены токсинами, которые не вымываются из-за нехватки воды, у кошки развивается системная интоксикация, часто проявляющаяся периодической рвотой. Ветеринары умоляют: перестаньте полагаться только на миску с водой. Чтобы спасти почки вашего друга, вы должны начать готовить ему то,
что специалисты называют жидким золотом. Рецепт исцеления. 1. Возьмите 1 пауч. Пакетик любимого влажного корма. 2. Добавьте 150 мл чистой теплой воды. 3. Добавьте немного кремового лакомства для усиления аромата. 4. Взбейте все блендером до состояния однородного жидкого шелка без единого комочка. Этот эликсир кошка выпьет до последней капли, потому что для нее это не вода, а жидкий банкет, который пахнет мясом. Такое мощное промывание мочевыделительной системы способно остановить рвоту, вызванную накоплением метаболических токсинов, и добавить вашему сородичу годы жизни. Часть 3. Чудо. Тыква-мастер по борьбе с комками шерсти. Третья причина рвоты – это шерстяной затор. Кошки тратят до 50% времени бодрствования на груминг, поглощая при этом огромное количество мертвых волосков. В дикой природе хищники съедали добычу целиком с перьями и мелкими костями, которые помогали проталкивать шерсть через кишечник. В домашних условиях этот механизм нарушен. Существует суперпродукт, который ветеринары часто используют как основной ингредиент в дорогих лечебных добавках, и он, скорее всего, уже лежит у вас в холодильнике. Это вареная тыква. Она богата растворимой клетчаткой, которая работает уникальным образом, поглощает лишнюю воду при диарее и одновременно размягчает блокировки при запорах. Всего 1 чайная ложка пюре из вареной тыквы без сахара и специй, подмешанная в корм 3 раза в неделю, заставляет пищеварение работать как часы. Клетчатка проталкивает комки шерсти естественным путем в кишечник, избавляя кошку от необходимости мучительной рвоты на ковер. Через неделю такого рациона рвота шерстяными комками обычно прекращается совсем. Часть 4. Кухонная аптечка рис, курица и йогурт. Если вашу кошку рвет часто, но ветеринар не находит серьезных патологий, возможно, ее кишечник находится в состоянии хронического воспаления из-за избытка углеводов в дешевых кормах. В такие моменты пищеварительной системе нужен перерыв, максимально близкий к природной диете. Вареная куриная грудка без соли, специй и чеснока. Это идеальный белок, который усваивается организмом почти на 100% с минимальными усилиями. Чеснок и лук токсичны для кошек и могут вызвать анемию, поэтому мясо должно быть абсолютно чистым. При расстройстве желудка и рвоте ветеринары рекомендуют классическое сочетание – вареный рис с курицей. Рис обволакивает слизистую оболочку желудка, успокаивая ее и помогая организму восстановиться быстрее, чем многие лекарственные препараты. Добавление чайной ложки натурального йогурта без сахара и строго без ксилита вводит миллиарды полезных бактерий напрямую в кишечный тракт. Это критически важно после эпизодов рвоты, так как 80% иммунных клеток кошки находятся именно в кишечнике. Rebuilding the microbiome – это фундамент того, что ваша кошка перестанет срыгивать по утрам. Часть 5. Усталость усов. Невидимый сенсорный стресс. Вы можете давать своей кошке самую лучшую еду в мире, но она все равно будет ее вызывать рвотой, если вы совершаете ошибку в архитектуре миски. Усы кошки, вибрисы – это сверхчувствительные сенсорные датчики, соединенные с мозгом. Когда кошка вынуждена есть из глубокой или узкой миски, ее усы постоянно касаются бортов. Это вызывает сенсорную перегрузку, известную как усталость усов. Для кошки этот процесс превращается в раздражающий шум, из-за чего она начинает есть слишком быстро или кусками, чтобы поскорее закончить неприятную процедуру. Это ведет к заглатыванию воздуха и последующей рвоте. Решение. Используйте только широкие и плоские тарелки. Ваша кошка должна иметь возможность есть, не касаясь усами краев посуды. Это маленькое изменение формы подачи может мгновенно исцелить аппетит вашей кошки и нормализовать ритм поглощения пищи. Часть 6. Скрытая инфекция. От пасти до сердца. Иногда причина рвоты находится не в животе, а во рту. Поднимите губу своей кошки
И посмотрите на ее задние зубы. К 3 годам у 80% домашних кошек развивается та или иная степень заболеваний – пародонта. Для кошки это не просто плохие зубы. Каждый раз, когда она глотает слюну, тысячи бактерий попадают в пищеварительный тракт, раздражая его и вызывая гастрит. Более того, бактерии попадают напрямую в кровоток и оседают на сердечных клапанах и в тканях почек, ускоряя их разрушение. Кошки эволюционировали так, чтобы есть, преодолевая сильную боль, поэтому плохой запах изо рта или отказ от твердого корма – это уже крик о помощи, который вы не должны игнорировать. Часть 7. Невидимые яды аромат вашей квартиры. Ваш дом может пахнуть свежестью лаванды или хвои, но для вашей кошки это токсичная среда, которая может провоцировать рвоту. У кошек в печени отсутствует фермент глюкуронилтрансфераза, отвечающий за расщепление компонентов эфирных масел и фенолов. Диффузоры, ароматические свечи и агрессивные чистящие средства для пола оставляют микроскопические частицы на шерсти вашей кошки. Поскольку кошка фанатичный чистюля, она слизывает эти токсины напрямую. Накопление этих ядов в печени ведет к хронической интоксикации, первым симптомом которой является необъяснимая рвота. Если вы хотите защитить свою кошку, перейдите на чистку пола водой с уксусом и откажитесь от сильных домашних ароматизаторов. Часть 8. Психология и биологический поцелуй. Здоровье кошки – это не только физиология, но и ее ментальное состояние. Хронический стресс вызывает выброс кортизола, который воспаляет стенки желудка и мочевого пузыря. Знаете ли вы, что ваш голос для кошки – это лучшая музыка безопасности? Исследования доказали, что кошки идеально отличают голос своего владельца от голоса любого незнакомца. Когда вы говорите с ней мягким, тихим голосом, ее нервная система стабилизируется. Используйте кошачий поцелуй. Посмотрите кошке в глаза и медленно закройте веки на 3 секунды. Это сигнал высшего доверия. Я не угроза, здесь безопасно. Кошка, которая чувствует себя в безопасности, меньше страдает от психосоматической рвоты и дольше остается активной. Вы — это ее дом. Ваша кошка не может зайти в интернет и прочитать о вреде усталости усов или пользе вареной тыквы. Она не может сама записаться к ветеринару, когда ее почки начинают тихо отказывать. В ее сознании вы не просто человек, который открывает консервную банку. Вы ее мир. Вы ее защита. Вы ее дом. Когда вы сегодня вечером увидите свою кошку, не бегите к ней с объятиями. Остановитесь, сядьте на пол на ее уровень. Протяните один палец к ее носу для кошачьего рукопожатия и позвольте ей самой сократить дистанцию. Дайте ей понять, что вы слышите то, что она пытается сказать вам своей странной привычкой есть траву или внезапной рвотой. Берегите своего маленького сородича. Помните, что для вас кошка – это лишь часть жизни, но для нее вы и есть вся жизнь. Начните менять ее биологическую судьбу прямо сегодня. С одной плоской миски, порции жидкого золота и вашего уважения к деталям, которые она так старательно скрывает. Потому что в конечном итоге в этом огромном и порой пугающем мире ваш голос – это ее музыка, ваше присутствие – это ее безопасность, а ваша осознанная забота – это ее единственный шанс на долгую и счастливую жизнь рядом с вами.